Привет, мои самые любимые девочки! Добро пожаловать в мой новый влог. И мы начнем наше новое видео с такой бьюти-минутки. Ну, в одну мы точно не уложимся, как обычно. Накрасимся с вами вместе. И у меня есть новиночки, которые я приобрела вчера. Хочу вместе с вами попробовать, показать. И немножечко поболтаем как раз о косметике. Так, из того, что сейчас уже на мне. Я буду вставлять сюда картинки, чтобы вам было удобнее, потому что я на телефон снимаю зеркальное отображение. Я уже нанесла, умылась, как обычно, нанесла вот этот вот мист с ПДРН от Medicube. Боже, какой же это крутой продукт. Как он мне нравится. Я вообще просто влюблена в него. Я очень хочу попробовать от Anua и от VT Cosmetics. И еще один у меня тоже лежит в корзине, забыла бренд. Но, в общем, эти мисты — это просто какое-то новое открытие для меня, насколько они увлажняющие, насколько они крутые. Это, знаете, как тоник-сыворотка, что-то такое. Я сейчас не использую никакой тонер, только вот этот вот продукт. И, конечно, просто какое-то невероятное увлажнение. Он дает, знаете, такая сияющая кожа. В общем, как мы видим у корейских блогеров, что у них такая блестящая, красивая кожа, но у них там 100 этапов. Вот этот точно продукт как раз поможет такое создать. Вообще обалденный продукт. Вот у меня прям он заканчивается, использую и в вечернем, и в дневном уходе. И сейчас очень мне нравится, что тут у меня какая-то грязнулька. Очень мне нравится от, как этот бренд называется, Round Lab. Вот такая вот сыворотка, тоже вставлю вам картиночку. В Золотом Яблоке ее можно купить. У меня здесь уже в расходе больше половины, тоже использую каждый день. Сейчас на лето использую вместо крема. То есть я использую только вот этот вот мист и вот эту сыворотку. Я никогда не видела, чтобы сыворотка работала настолько на увлажнение. То есть обычно сыворотка — это, знаете, такой легкий продукт, который впитался, как бы, ну и все, ее не видно. Ну, в смысле, не ощущается она, как водичка, да? А вот это, ну, прям очень мне понравилось. Вот прям классная. Мне прям хочется больше пробовать какие-то корейские сыворотки. Она, видите, такая прям густая. Вот. И несмотря на то, что я люблю очень увлажненное лицо перед макияжем, в принципе, мне достаточно и без крема только вот этих двух продуктов на утро. Также на мне, как всегда, пока я крашусь, от Laneige маска для губ ночная. Просто пока я их не накрашу, пока я крашусь, вернее, она на мне работает, увлажняет мои губки, потом я просто ее сниму салфеточкой перед тем, как делать макияж губ. И нанесла тон, чтобы не терять время. Люкс Визаж. Я надеюсь, что вы его купили. Девочки, я знаю, что многие подумали, что это реклама. Никакая это не реклама. Мы что, с вами не подружки, что ли? Я никогда просто так хвалить продукт не буду. Тем более такой бюджетный. Он просто потрясающий. Я так хочу, чтобы вы его купили. Вот просто, чтобы вы его попробовали. Особенно те девочки, которые любят люкс. Чтобы вы офигели, извините за это слово. Так же, как и я. Потому что это просто что-то потрясающее. Люкс Визаж, если вы меня смотрите. Ну, такая страшная упаковка. Ну, просто. Такой продукт на выше люкса я его ставлю. Но упаковка, нам, девочкам, всегда приятно иметь в косметичке красивые баночки. Я понимаю, что Шанель дорогая стеклянная упаковка, но я даже вот думала. Вот, например, у Наташи Шик. Какая вот обычная такая упаковочка. Пластиковая тоже, дешевенькая, ну, обычная упаковка. Но ее гораздо приятнее держать в руке и гораздо приятнее держать в косметичке. Этот тон стоит $3. Если он будет стоить 5, я думаю, что мы все переживем. Но в какой-то более красивой таре. Ну, вот прям нам, девочкам, вот важно, чтобы продукт был красивый не только на коже, но и в косметичке. Как бы там это... Ну, просто, ну, правда, ну, ужас. Но само наполнение, я не знаю, у меня рука тянется к нему постоянно. Как он ложится, какой он красивый, какой коже он подойдет? Любой. Взрослый, молодой. Тип кожи тоже. Это просто что-то универсальное. Никаких высыпаний он ничего не вызывает. У меня проблемная кожа, поэтому я бы заметила. Я его использую прям очень часто. Так, немножко какие-то губы у меня в тональнике. Как-то не могу на себя смотреть. Давайте продолжим макияж. Во-первых,
консилер у меня новый появился от Романова Makeup. Их всего 3 оттенки. 3 оттенка у меня в оттенке Light. Это средний, получается, оттенок из палитры. Тоже такая красивая упаковка. У Романовой классные продукты, очень достойные. Видно, что над ними долго работали. Это не такой огромный ассортимент, как у Шик, но это не такое производство, оно, как бы, понятно, сравнивать не нужно, но просто мне кажется, что их часто сравнивают. Это, знаете, это как Шанель, наверное. Вот у Шанель продуктов немного, она не гонится за трендами, у нее нет там миллион оттенков. Очень прикольно такой корректор, консилер носить в сумочке вместо пудры, потому что припудриваться не всегда хочется. А вот, знаете, иногда где-то что-то стерлось или где-то что-то нужно подправить, вот в сумочке носить очень удобно. И у него вот такая текстура, то есть не кремовая, да, но при этом он вообще не западает в поры. Он очень мягкий, очень легко тушуется. Я просто уже вчера пробовала. У меня тут есть 2 продукта, которые я не пробовала. Сейчас вместе с вами попробуем. А этот у меня уже 3-й раз сделала с ним макияж. Я вчера 2 раза красилась. Так вышло. И вот прям классный. В течение дня тоже все отлично. Не западает складочки. И он очень хорошо тушуется и легко наносится. Он такой довольно жирненький. Вот у меня есть такой продукт, подобный от NARS. Вот в таком вот формате, да. Тоже он очень классный, но туда нужно прям пальцем лезть, не очень удобно, либо кисточкой набирать. В общем, дома им пользоваться классно, но с собой, конечно, брать не очень удобно. А этот можно использовать и дома, и брать с собой. И кисточка. У меня новые кисти. Заказала сразу 2 от бренда Top Face. $3 стоят в Золотом Яблоке. Я вам очень рекомендовала их кисти для тона, супер бюджетные. Но они просто невероятные. Это у меня грязная, потому что я только что ей накрасилась, а эту взяла, чтобы показать, что у них 2 формы. Девочка, Упс. Можно я быстренько растушую консилер? А то, не знаю, вдруг он застынет. Ну, хотя вряд ли. Сразу своей новой кистью сейчас расскажу. Сразу, ой, как хорошо прям. Мне хотелось кисточку для консилера отдельную. И мы с подружкой моей Олей нашли у Шик. Пошли посмотреть «Золотое яблоко». Их не было, но нам консультант показала тестер кисточки, скажем так. Вот, она очень классная, очень похожа на вот эту. И, в принципе, ее не было оффлайн, но можно было заказать онлайн. Но у меня в корзине лежали вот эти. Я думаю, возьму, попробуем. Цена у них смешная, а я знаю, что эти кисти обалденные, потому что у меня есть 3, целые 3 для тона. Они очень крутые, девочки, вот прям советую. Они такие мягкие, вот прям очень классные. И у меня есть 2 формы для тона. Вот это вот такая вот как лапка, скажем так. Мне нравится чуть меньше. А вот это такой необычной формы, не знаю, будет видно или нет, не знаю, как описать эту форму, но она просто потрясающая. У меня такие вот 2. Она настолько мягкая, так легко прям наносит тон. Вообще, ну и здесь как бы я примерно понимала, что будет то же самое. У нее, видите, такая хорошая тоже форма. И вот нанести консилер очень-очень удобно. Прям хорошенько. Консилер, в общем, я ставлю ему 10 баллов. Мне понравился, могу рекомендовать. Красивая упаковка и достойный, очень достойный продукт. Так, нарисуем румяна. У меня сегодня будет от бренда Tarte в оттенке Peach Sunset. Классные румяна, мне они как-то попадались в адвент-календаре от Sephora. Такой хороший у них вот этот оттенок, очень универсальный, видите, у меня прям, ну его не так много здесь этого продукта, поэтому у меня прям появилась дырочка. Но вообще я обожаю, конечно, именно кремовые текстуры, насколько они деликатно, красиво ложатся, насколько они натурально всегда смотрятся, их легко нанести. Вот знаете, вот прям для таких дневных, повседневных макияжей, потому что если, конечно, хочется вечерний и прям такой яркий эффект, то, в принципе, можно наслоить, но в идеале продублировать еще, закрепить сухой текстурой, да, сухими румянами, но для меня это слишком ярко. Ну вот все кремовые текстуры я, конечно, просто обожаю. Не знаю, на мне они нормально держатся. Конечно, они не такие стойкие, как сухие, понятное дело, но я никогда не обновляю в течение дня, хотя почему бы и нет, можно. Ну, мне очень нравится. Сразу так свежо. Не нужно там какие-то четкие линии. Вот просто так хоп-хоп нанесли. И сразу такое более свеженькое лицо. Давайте расчешем с вами.
порасчешем. Нарисуем брови, как обычно. У меня здесь тинт от Vivienne Sabo в оттенке 02, да. Я рисую только начало бровей и тушую его, потому что мне здесь не хватает волосков. Вот прям ничего не вырисовываю, вот просто вот заполняю начало. И тушую прям сразу щеточкой для бровей. Это на самом деле заняться бровями, что-то они у меня немножко уже не очень хорошо выглядят, но не сегодня. Расчесываю, как всегда, фиксирую, вернее, гелем для бровей от Luxe Visage с красной крышкой. Я его обожаю. Мне нравится вот эта щетка. Мне кажется, его все знают. Тоже везде его, мне кажется, можно купить. Так, из нового. Давайте, можете сразу накрашивать ресницы. Нет, не буду. Я вчера в Золотом Яблоке, когда заказывала вот эти вот кисточки от Too Faced. А, кстати, я остановилась на кистях. В общем, просто попробуйте. Классные кисточки. Вот в самом деле могу рекомендовать из того, что пробовала для тона. Вот эта форма, повторюсь, мне нравится больше. Оставлю вам ссылочку в Золотом Яблоке, если нужно. И вот это номер F27, если что, для консилера. Вот просто супер. Они такие мягкие, они хорошо моются. Очень легко наносят продукт. В общем, красивые. Так вот, заказывала вчера кисти в Золотом Яблоке в доставке и увидела Гуччи. Боже, их упаковки всегда, но настолько они роскошные, настолько они притягательные. И я даже не знала, что у них есть тинт. Оказывается, я так понимаю, недавно он вышел для губ. А я же тинты и я это одно целое. Я обожаю тинты вместо карандашей для губ. Вот упаковка, она такая тяжелая. Я потом поближе покажу. У меня оттенок 226. В общем, я недолго думаю, посмотрела на ТикТоке видео. Благо, американские блогеры наснимали, как только они вышли. Очень красиво выбрала себе этот оттенок. И он, знаете, не как тинт, как водичка такой сухой, а он больше как помада, но потом блеск уходит. Ой, какой красивый цвет. Шикарно, да? Я так рада, что научились делать тинты, потому что я пользуюсь ими уже очень много лет, но когда они только появились, они были, знаете, такие красные или с оттенком красного, потому что этот оттенок сделать проще всего, чтобы он держался очень стойко, да? Вот, но сейчас уже научились делать, конечно, молодцы. Мне, конечно, теперь очень нравятся от Huda Beauty тинты в формате фломастера, от Sephora, мои любимые, от Kiko, но захотелось попробовать. Так, я губы вытерла, да. Я наношу не на все губы, никогда не наношу тинт на весь губы, не люблю. Буду наносить, как обычно, по контуру, слегка растушевывая к центру, даже несмотря на то, что это такой формат. Ой, боже, какой он натуральный. Очень приятный, он, как, знаете, немножечко как маслянистый. Легко наносить, он такой прям мягкий. Шикарный. Даже, видите, из-за того, что это не такой водяной продукт, он не видно границ, ничего не нужно тушевать. Никаких четких линий, ничего. Мне интересно, насколько он будет по стойкости, я пропишу. Пускай он, значит, сохнет. Я сейчас его попробую удалить с руки. Ой, кстати, смотрите, видите, остался. Сама вот это уже вот сам тинт остался. Значит, будет стойким. Хотя сколько тут прошло, совсем чуть-чуть времени. Так, тушь, как обычно, Хеймиш. Ресницы готовы. Добавим блеска по центру. Мой любимый Kiko в оттенке 07. Кто знает меня, тот знает, что это мой самый любимый блеск. Я человек не помада, я человек блеск. Самый любимый продукт именно в этом оттенке. Я не знаю, он почему-то какая-то у него консистенция другая. Он на самом деле полупрозрачный, и он очень красивый такой в тубе. Но мне кажется, что он подойдет любой коже, любому цветотипу, потому что он такой прям полупрозрачный, дружит со всеми карандашами, со всеми тинтами. Просто такой вот красивый эффект. Он очень увлажняет губы, знаете, даже такой как уходовый продукт. С ними никогда они не обветрятся, не западают в складочки. Новинки. Что у меня нового?
духи, парфюм от Хлои, о котором я вам рассказывала. Вот мы с Олей моей купили большие форматы. Просто что-то невероятное. Какой же красивый этот аромат, как он мне нравится. У меня этим летом появилось 2 новых парфюма, от которых я просто без ума. Это Louis Vuitton Imagination, я вам его показывала, и вот этот вот Хлоя Кедр, Цедрус пишется. Ну, в общем, это Хлоя Кедр. 150 миллилитров. Ну, просто была очень выгодная цена за такой огромный объем. Ну, какие же они красивые, какие они шикарные. Мне так хочется, чтобы вы их попробовали. Но вот именно, знаете, девочки, не так, что вот пшикнулись, или просто вот так, знаете, послушали, а чтобы вы нанесли немножечко и пожили с ним, и только вот потом так в течение дня чувствовали его шлейф, и он просто роскошный. Я его на себе уже не ощущаю, но когда вот берешь, не знаю, там снимаешь халат, надеваешь его на следующий день, вот он прям так пахнет этим парфюмом. Тоже на волосах, когда их распускаешь, на какой-то одежде. Вот опять же, мы когда с Олей встречаемся, она в этом аромате. Я ей делаю комплименты просто 100 раз, потому что, вы знаете, когда ветер дует, боже, какой же он красивый, какой он вкусный. Мне прям хочется им... Он стойкий, он такой прям комплиментарный, и мне кажется, что он понравится очень многим. Скорее всего, не будет те, кому он прям вообще не понравится, скорее будет что-то либо вау, либо нейтрально. Мне кажется, он именно вот из этой категории. Шампунь. Этот я вам просто тоже новинки показываю. Этот у меня уже был много раз, много лет. Я его очень люблю, периодически повторяю. Это бренд Dying Jimori, не знаю. Корейский какой-то. Корейский? Стоп, почему тут написано Испания? Я надеюсь, что это просто... Нет, это, видимо, импортер. Корейский, все верно. У меня был такой же бальзам много раз, и также у них есть отдельные сыворотки для роста волос, но не пробовала, не знаю, но шампунь мне очень нравится. Он такой хорошо промывает, он вообще против выпадения, видите, у него такой коричневый цвет. Но я его использую не в целях предотвратить выпадение, ну хотя как профилактика лишним не будет, да, а просто мне очень нравится, как он работает, как он очищает. И в 21 веке, если вы не из Беларуси, у нас есть такой просто вот маркетплейс отдельный. Я купила вот просто гигантский, да, вы посмотрите. Это просто малыш. Гигантский объем шампуня от бренда Insight. Это, по-моему, итальянский бренд. Я его давно хотела попробовать, да, итальянский, я его давно хотела попробовать, но что-то не было у нас, не видела в свободном доступе, а тут увидела в 21 веке, думаю, куплю, попробую. Очень он популярный в ТикТоке. У него такой неплохой состав, по-моему, но для меня это не сильно важно в шампуне, мне важно, чтобы он хорошо на мне работал. Это стекло, девочки. Такая красивая банка, хватит, наверное, на миллион лет. Очень приятный аромат у меня для жирной кожи головы. Я взяла и буду чередовать, не сушит волосы, я вот на этой неделе уже пользуюсь. И вы знаете, ой, как приятно, он прям так приятно на волосах ощущается в первый день, когда вы помоете, прям я его так чувствовала. Прикольный. Так что такие вот у меня новинки косметические. Так, девочки, приехала ко мне доставка продуктов. Должно быть видно меня. Так, что тут заказала? Капусту. Девочки, буду готовить впервые в жизни голубцы. Я никогда не готовила голубцы. Хочу попробовать. Нашла просто рецепт какой-то в ТикТоке. Вроде бы все понятно и просто. Посмотрим. Кстати, перед распаковкой продуктов, что хотела вам сказать. Я на этой неделе, нет, на самом деле на прошлой, придумала создать для себя такой телеграм-канал, только мой личный, чтобы мне было удобно, и загружать туда то, что я готовлю. То есть какие-то свои рецепты, чтобы... И вот прям, знаете, прописывать, что это может быть. Обед, ужин, завтрак. Чтобы потом по поиску можно было найти. Я ни с кем этим делиться не планирую, ни в коем случае. Я просто делюсь с вами этой идеей. Потому что мне кажется, это очень прикольно. И я думаю, что за какой-то промежуток времени, пускай за год, я соберу для себя огромный список блюд, которые я готовлю и которые едят в нашей семье.
Знаете, в готовке огромный промежуток времени тоже занимает придумать, что ты хочешь приготовить, что ты будешь есть. Например, со мной все понятно, я очень мало что люблю, и я, в принципе, готова, там, не знаю, мне 5 блюд на всю жизнь, на все приемы пищи мне вот так, за глаза. Но я готовлю для своего мужа, а, мне нравится это делать, я хотела бы это делать больше, потому что у меня с этим проблемы, я, к сожалению, не делаю это не так часто. Но мне хотелось бы, уделять этому чуть больше времени. И мне кажется, что для меня это было бы очень удобно. Вообще, по-хорошему, нужно добавить, наверное, еще и Сашу, чтобы в случае чего у него был доступ, вдруг там, не знаю, у меня, потеряется доступ к этому каналу, а он такой, знаете, ам, ценный. Вот. И просто добавлять туда именно то, что вот прям нравится. Я, кстати, тоже решила, хочу попробовать готовить как можно чаще какие-то блюда, которые я никогда не готовила. Опять же, не для меня, потому что я это все не люблю, я это не буду пробовать, просто я все равно готовлю для своего мужа, и мне хочется, чтобы я умела больше каких-то блюд готовить, или, возможно, там ему что-то больше понравится. Мне, в принципе, все равно, что приготовить. А если я знаю, что ему вот это вот вкусно и нравится, и не знаю, там даже потом гости придут, знаете, так вот зашел, думаешь, так, что приготовить? Я-то ничего не люблю, мне поэтому сложно. А поэтому я так доверяю, скажем так, вкусу своего мужа, что ему нравится, чтобы угостить кого-то. Ну, я думаю, что вы понимаете. Это очень экономит время. Я, знаете, вот прям прописываю а, полностью рецепт и фотографию, потому что фотографию визуально мы очень удобно, очень легко воспринимаем, и сразу понятно, хочется это готовить или нет. Так что создала себе такой канал, там пока пару блюд только, но вот мне хочется прям туда вносить, я стараюсь вносить сейчас все, что я готовлю. И раз уж я буду пробовать разные новые рецепты, то как-нибудь буду с вами ими тоже делиться. Но опять же, сначала приготовлю для себя, если мужу понравится, я потом с вами поделюсь. А вы мне потом скажете, вкусно это было или нет. Ну, все мы разные, вкусы разные. Так что сегодня будут голубцы, тоже впервые в жизни, но голубцы я, в принципе, могу попробовать, потому что я помню, когда жила с родителями, я могла есть голубцы, я даже любила. Не то чтобы часто их готовили, но ну, там, не знаю, раз в год я могла с удовольствием съесть голубец, мне прям было очень вкусно. Так что надеюсь, что мне тоже получится вкусно, поэтому я буду готовить без лука, ну и без ингредиентов, которые я не люблю. Капуста. Бананы заказала. Так, это просто лед, чтобы были холодные продукты. Заказала сметану для голубцов. Такой вот пудинг. Протеиновый. Я не могу его съесть целый. Мне прям все, где много белка, мне прям сложно есть. Но он реально вкусный, поэтому на 2 раза мне его хватает. Так, и здесь у меня фарш. Фарш я взяла наполовину свинину, наполовину курица. Решила просто куриный не брать. Посмотрим. Ну, вообще фарш для голубцов можно использовать какой вы хотите. Хотите говядина, хотите свинина, хотите курицу. Уже столько пакетов, продуктов вообще немного. Дальше, что у меня здесь? О, мороженое. Так, мне вот это вот очень нравится. Мой такой десерт вечерний иногда. И вот это здесь прям реально, девочка, он вкусный. 70 грамм с какао, мне нравится именно вкус. И здесь знаете, сколько калорий? Вот кто следит за питанием, за жирами, потому что жиров здесь всего 2 грамма. Даже меньше, это на 100 грамм 2 грамма. А здесь 70. 115 калорий на 100 грамм, а здесь всего 70 грамм. Но вот если будете брать это мороженое, переложите его во что-то. Потому что я всегда очень чувствую почему-то вкус картона, запах картона. У меня такое, знаете, очень чувствительный нос, и мне вот как-то нравится переложить в какую-то другую емкость, не знаю, в кружку, в тарелку. Есть это мороженое, оно очень-очень вкусное, на самом деле. Правда вкусное. Ну и белок здесь. Сколько здесь белка? 8 грамм. Это довольно много. Так. Для голубцов заказала такую вот перетертые томаты. Надеюсь, что такое подойдет. Я не знаю. Хлебушек у меня здесь. Хлебушек надо порезать и заморозить. Так.
Еще это не закончила. Заказала свои любимые сырочки. Боже, как же я их обожаю. Это для меня тоже десерт. Вот именно вот эти со сгущенным молоком. Просто самые любимые. Обожаю. И увидела... Ой, я 2 упаковки заказала почему-то. Просто не... потому что было написано 200 грамм, и я что-то не поняла, сколько. Я думаю, вдруг это 4 орешка. Поэтому заказала 2 упаковки. Мы вчера что-то с мужем обсуждали. Он говорит, хочу орешки с сгущенкой. И я тоже захотела. Поэтому заказала. Какой у них срок годности. Потому что не хочется много съедать. Какой такой маленький. 10 дней всего. Придется есть. Мы не хотели, но заставили. Так, и здесь у меня еще семечки джин, самые вкусные. Ну, это просто, чтобы было в запас. Ну, короче, я на самом деле делала заказ для того, чтобы голубцы приготовить, а это так просто. Случайно попало. Так что сейчас это все уберу. Будем делать вместе с вами. Так что вы меня не осуждайте, как я там правильно-неправильно делаю. Я понятия не имею, как эту капусту, что с ней делать. Ну, в смысле, я посмотрела видео уже, конечно. Так что я уже полупрофессионал. Но, конечно, на практике еще не знаю. Вскипятить воду и опустить туда капусту. Я, наверное, так и поступлю. Так, дальше рис. Опять же, кто-то его варит, кто-то не варит. В моем рецепте варит. Поэтому до полуготовности, я думаю, вот минут на 5. Как-то вот так вот надрезать и достать вот эту часть капусты, девочки, извините. Я, конечно, объясняю так. Так, вот так у меня получилось. Не знаю, правильно, неправильно. В любом случае, сейчас я это все уберу и приготовлю сразу фарш. Полкилограмма фарша, и здесь у меня 80 грамм риса в пакетике. Я его где-то минут 5 варила. Ну, а дальше он, конечно, уже дотушится сам. Просто почему-то я в отзывах почитала, что тот, кто не варит сразу рис, говорят, что не такие сочные голубцы. Не знаю, как это связано. В общем, я делаю как по рецепту, потому что пока я еще... Мне пока не с чем сравнить. Так, я добавляю приправу. Кстати, девочки, у меня с iHerb. Вот такая вот универсальная, взяла на пробу. Если понравится, то закажу себе вообще там разных много очень приправ на iHerb с классным составом. Мне так нравятся их баночки. Ой, в принципе, можно вот так. Мне так интересно, что у меня получится, если честно. Вообще так прикольно всегда все делать в первый раз. Кстати, тушить я, наверное, буду прямо в этой кастрюльке, правда? Я видела, что там сковородки, но у меня... Мне кажется, вот такая кастрюлька прям отлично подойдет. Тем более в ней можно сразу и поджарить что-то, если нужно, и потом тушить. Ну, короче, она такая с толстыми стенками. Это сковородки от Виктории. Наш белорусский бренд. Вот, и знакома с этим брендом очень давно. Просто как-то случайно пару лет назад купила в продуктовом магазине их сковородку. И они мне так понравились, что я теперь только у них и покупаю. Так, надо ее перевернуть, мне кажется. Чего такие большие листы? Так, первый листочек. Ой, какой он огромный. Не знаю, может, мне такой не пригодится. Это просто как тарелка такая красивая. Ой, что-то как будто что-то не то. Девочки, у меня огромные листы. Что с ними? Почему они такие? Толстая, она молодая, и я думаю, что поэтому так. Ой. Мне кажется, что они еще тушиться будут очень долго. Ой, даже не знаю, он тут уже не разбирается. Как будто что-то у меня не так с капустой. Слушайте, что-то мне кажется, что нельзя готовить с новой капусты, с молодой. Потому что посмотрите на мои листы. Они просто гигантские. В общем, вот, девочки, не идеально, конечно. Но у меня получилось вот так. Очень твердый лист. Плохой опыт тоже опыт. Короче, что-то мне там удалось сделать. Сейчас тушится, посмотрим, как оно там будет себя чувствовать.
потому что мне кажется, что там просто все в кашу превратится, но будем надеяться на лучшее. В общем, ой, какое солнышко вышло. В общем, нужна старая капуста. Мне все же удалось сделать мою помягче. Я просто каждый листочек кипятила отдельно, прям в кипятке, и далее, перекладывала листочек в холодную воду. И тогда он становился более податливым, но все равно из-за того, что капуста большая и очень молодая, листья толстые, и они, знаете, такие вот прям заворачиваются. И как бы я сильно ее не размягчила, эту капусту, она все равно, ну, прям вот заворачиваешь в голубец, можно так сказать, и она все разваливается. Не знаю, пару штучек у меня там получилось. Ничего страшного, я вообще не расстроена, потому что вот, например, я знаю, какая сейчас капуста нужна, да, что она должна быть старой, ну, либо поправьте меня, не знаю. Есть там какие-то еще способы с заморозкой капусты, но мне это уже было не актуально, если она молодая, да. Ну, в общем, ладно, я сделала сейчас вам включение, пока тушится. Слушайте, мои глупцы, про кольцо рассказать, потому что многие девочки спрашивали, просили поделиться. Честно вам скажу, мне очень нравится. Мне очень интересно. Я захожу прямо каждый день, смотрю свои показатели, какой тут у меня сон, как я спала, в какое время был глубокий сон, в какое время поверхностный, сколько я засыпала, сколько шагов, соответственно, сделала в день, сколько калорий сожгла, ну это такое уже. Он измеряет пульс, температуру тела. Ну, наверное, не совсем, конечно, точно, потому что он измеряет палец, но я думаю, что если она повышена, он же делает замеров несколько в течение дня, то если что-то не так, я думаю, что вы поймете и измерите обычным градусником. Уровень стресса, тоже не знаю, на основе каких показателей он это берет, но очень интересно. В общем, мне понравилось это кольцо. Более того, мне визуально вполне устраивает, как оно выглядит, потому что оно, знаете, такое матовое, не блестящее. И когда вот просто так вот быстренько, я специально сейчас руками так вожу, проводишь, что оно не цепляет взгляд. Вот. Я его вообще сразу изначально носила на правой руке, но на самом деле я так меняю. Даже более того, я сейчас, пока с ним ничего не случится, буду ходить в нем, потом буду рассматривать для себя Oura Ring. Но, например, тоже Oura Ring, она, по-моему, новая версия сейчас такого же размера, то есть поуже, чем стандартная. Но там тоже подписка, которую непонятно, как оплатить. Нужно оплачивать ее каждый месяц. Плюс приложение на английском языке. То есть есть свои минусы, да? Вот. Ну, и оно там стоит сколько? 400-500 долларов в золоте. Ну, не знаю, как бы пока похожу, пока мне очень нравится. Если мне нужно, я его просто снимаю и все. Зарядку, кстати, держит тоже хорошо. Оно мне не мешает, когда я принимаю душ, его не нужно снимать. Ну, в общем, кто хотел, могу вам его порекомендовать. Правда, очень даже неплохое. Единственное, оно как-то немножечко начинает, ну, то ли царапаться, то ли что, но даже золотое кольцо такой формы, на нем сразу очень быстро видны сколы. Вот. Вообще, знаете, о чем я думаю? Почему Oura Ring, например, не сделают коллаборацию с каким-нибудь Cartier? Мне кажется, тоже было бы очень много желающих, потому что многие девушки, которые, там, не знаю, носят дорогие украшения, там, не знаю, бриллианты и так далее, но они не будут носить Oura на постоянной основе, потому что, конечно, визуально это не выглядит так, как хотелось бы, да. А, например, с каким-нибудь Cartier Clash или тем же Cartier Love, но оно по ширине такое не узкое, да, можно было бы сделать коллаборацию. Мне кажется, многие девочки сразу бы добавили для себя виш-лист, вместо обычного, допустим, кольца Cartier Clash, да, или Clash, как оно правильно называется, вот совместное, чтобы оно было еще и умным. Ну, короче, это так просто пообсуждать. Так, вот мои голубцы тушатся, пока не развалились вроде бы. Выглядят они, конечно, отвратительно, но как могут, так и выглядят. Сколько у меня получилось? 2, 4, 6, 8, ну 10 точно, я наврала, видимо, меньше. 10 точно, тут просто не видно еще внизу. В общем, я взяла эту пасту, вылила сюда и водички добавила. Ну, еще, кстати, специи. Забыла специи, сейчас добавлю. Девочки, ну вот, мой первый голубец в жизни. Сейчас я отрежу хлебушка, потому что не могу есть фарш без хлеба, к сожалению. Ой, девочки, очень страшно. Очень страшно. Мужа, к сожалению, пока нет дома, поэтому я буду сама.
пробовать. Уже, если честно, голодная очень. Налеем сметанку. Девочки, офигеть. Это так вкусно. Я в шоке, я вообще ни на что не рассчитывала из-за этой капусты. Но это очень вкусно. Я вот прям рекомендую этот рецепт. На самом деле я делала все по нему. Кроме лука я не добавляла, ну, потому что я его не люблю. Ну, и зелень не добавляла в фарш. Но это тоже такое, знаете, на любителя. Очень вкусные, сочные, шикарные. И они на самом деле готовятся очень просто. Я уже давно хотела приготовить голубцы, но мне казалось, что это так сложно. Ничего сложного, просто вот капуста эта такая дурацкая. И это недолго. Короче, я в восторге. У меня тут образовалось несколько покупок осенних на этой неделе. Ну, одна из них с прошлой. Я вам на самом деле ее уже показывала, но здесь тоже покажу. Распаковки не было. Итак, мы, по-моему, во вторник или в среду встречались с моей Улей и немножечко прошлись по магазинам, как же без этого. Магазин Bean Top. Это наш белорусский бренд. Кстати, 3 покупки у меня от наших белорусских брендов. Всегда рада их поддержать, потому что я знаю, насколько это сложно, насколько это тяжело, какие они все огромные молодцы, потому что, конечно, условия сейчас тяжелые. Вот, поэтому я прекрасно понимаю, как это тяжело. Ну и плюс, как правило, это хорошее качество. Итак, я хотела джинсовую рубашку, вы знаете, и у нашего белорусского бренда Bean Top я ее нашла. Она такая, знаете, в едином размере, очень классная джинса. Я не знаю, разрабатывают ли они сами эту джинсу или просто заказывают ткань и шьют. Но мне кажется, что в основном наши белорусские бренды там что-то заморачиваются, и многие разрабатывают джинсу сами. Не знаю, можно так сказать или нет. Ну, в общем, очень красивый цвет. Это 100% хлопок. Она, знаете, прям такая плотненькая, вот просто как джинсовка. Не просто как рубашка, а прям как полноценная верхняя одежда. Ой, девочки, на самом деле я уже снимала в ней рилс и наносила парфюм. Ой, Louis Vuitton Imagination. Какой приятный аромат. Просто обратно положила в пакет, чтобы показать вам, не забыть, потому что если повешу в шкаф, то уже все забуду и не покажу в распаковке. Вот я вставлю картинку, как я ее стилизовала. Мне не очень нравится такой, знаете, total denim лук, но также я вижу ее, например, знаете, вот просто на прогулку накинуть вместе с леггинсами, может быть, как-то подчеркнуть талию. В общем, покажу вам на примерке. Вообще, думаю, что много вариантов, как ее носить. И, в принципе, мне кажется, что это такая довольно базовая вещь, которая прослужит мне много лет. Так, вот так выглядит на мне рубашка. Я вам показывала, как я ее планирую на фотографии носить чаще всего. Это просто с обычными Total Denim джинсами. Но также я примерила ее с леггинсами для каких-то таких, знаете, так, ну, вы поняли, что очки были для полного образа. Я их позволю себе уже снять. Для каких-то таких, знаете, например, пойти на тренировку, надеть с леггинсами и, например, после куда-то отправиться по каким-то своим делам, я не знаю, такой максимально расслабленный образ. Такая обувь, знаю, многим не нравится. Девочки, они такие удобные, я хожу так на прогулки в этой обуви. Вот, сейчас покажу, как будет с кроссовками, чтобы пойти на спорт. Еще мне очень... Я что вспомнила про свою сумку Жак Мюс, и она так здорово сочетается по цвету с моими страшилками обувными. Добавила просто, чтобы подчеркнуть талию, такой пояс. В принципе, так очень удобно, куда угодно можно пойти. Ну и вот так, знаете, просто накинуть на леггинсы, чтобы пойти на тренировку. Такой уже обычный образ, просто как джинсовка, скажем так, использовать. Но, конечно, с джинсами, когда Total Denim по цвету сочетается, тогда вообще классно. Красивый очень цвет у нее. Так, двигаемся дальше.
И здесь у меня наш белорусский бренд Паула, не знаю, как правильно. Очень классные, тоже достойные у них вещи. Вообще, знаете, мне кажется, у них такая эстетика 12 Stories, там Massimo Dutti, COS. То есть все такое максимально лаконичное, сдержанное, максимально базовое. В принципе, мне кажется, что там все вещи прекрасно сочетаются между собой. То есть такой вот полноценный базовый гардероб можно там собрать 100%. И у них очень классная, качественная а, трикотажная база. Вот, например, тоже свитер из стопроцентной шерсти, такой супер простой, мягкий, не скажу, что он колется. Мне нравится, как здесь выполнено горло, а, вот такие вот пуговицы. Мне нравится, когда будет выглядывать белая футболка. Ну, в общем, тоже с вами примерим. Вообще, я думаю, что уже можно заниматься сменой гардероба, да, с летнего на более холодный, потому что я, конечно, оставлю пару таких изделий на жару, но думаю, что сильной жары уже не будет. Вот у нас сегодня будет 26, и на следующей неделе так, знаете, около 20, поэтому я думаю, что какие-то супер легкие платья можно прятать и менять. Боже, если честно, это лето просто максимально прошло мимо меня. Я вообще его не почувствовала и как-то даже, не знаю, много всего не успела надеть, но ничего. В следующем году будет у меня распаковка новых как будто бы платьев, которые я купила в прошлом. Так, примерю, покажу. Очень красивый молочный цвет, не помню, есть ли другие цвета. И по стоимости тоже вам, девочки, скажу. Да-да, рубашка стоила 400 белорусских рублей. Это довольно дорого, если честно, я соглашусь. Но она хорошая, качественная, плотная. Ну и это как бы белорусский бренд. Я понимаю, что это... Понимаете, нельзя сравнивать масс-маркет, который шьет просто тысячами, десятками тысяч единиц, да, и такой локальный бренд. Вот, поэтому, конечно, стоимость из этого тоже формируется, и, ну, в общем, оно понятно. Так, а вот здесь свитер стоит 209 белорусских рублей, и мне кажется, что это очень хорошая цена, учитывая его состав, 100% шерсть. И это тоже наш белорусский бренд. Поэтому обратите внимание, у них очень красивые жилетки, очень красивые тоже разные свитера, кардиганы, в общем, много всего. Так, дорогие, микрофон портит всю эстетику. Ну, в общем, свитер, конечно, я и предполагала, что он максимально базовый, это понятно, но обратите внимание на сочетание разных фактур, как это красиво, да, выглядывает обычная хлопковая футболка, сверху шерстяной свитер и такие сатиновые брючки. Это манго. У меня еще такие в коричневом цвете есть. И я еще специально сделала, да, чтобы слегка выглядывала футболочка, краешек, да, чтобы была видна многослойность. И мне кажется, что очень хорошо. Свитер не очень хочет держаться. Его нужно подколоть булавочкой, если хочется, чтобы выглядывала футболка. Ну, это мне, знаете, так для многослойности. Я еще не доставала осеннюю обувь, поэтому в шлепках, но мне нравится. Нравится, как выглядит. Такой он абсолютно не колючий, тоненький и очень-очень теплый. Тоже абсолютно с любым низом. И как второй слой просто накинуть можно, да, его на плечи вместо шарфа. И еще один белорусский бренд, Мисс Стефа. Мы с Олей заходили в их новый бутик. Если вы из Минска, вот прям очень советую сходить, потому что он потрясающе красивый, роскошный, просто невероятная примерочная. Знаете, вот как будто ты заходишь в какое-то люксовое место. Очень здорово, что наши бренды могут себе такое позволить. И, ну вот прям очень приятно находиться, классный сервис, и угощения предлагают. Ну, в общем, у меня здесь совсем небольшая покупка. Здесь такая вот самая обычная маечка, но мне очень понравилось, что она плотненькая, такой красивый коричневый цвет, и мне понравилось, что здесь, знаете, как будто бы второй слой, ну, очень красивые детали, и она, знаете, прям такая вот плотненькая. И также мне очень понравился вот здесь вот такой буквочка М от бренда Стефа, да, их логотип, такой вот малюсенький, очень аккуратненькая деталь, красивая. Он стоил 149 рублей, но, по-моему, была скидка.
Или это со скидкой цена? А у меня есть чек. По-моему, у него была небольшая. 134 рубля я за него заплатила, да. Тоже примерю. Ну, такой вот максимально базовый. В принципе, его и летом можно носить, и в любое время года под свитер какой-то надеть. Ну, в общем, такой хорошенькая маечка. И они, кстати, в подарок дают водичку. Кстати, она очень вкусная, такой коктейль. Как же мне вам показать? От Fruits. Здесь просто заклеено, без сахара, очень вкусно. Если вам хочется что-то без сахара, вы сможете купить. Вот такой у меня прогулочный обычный образ. Почему-то маечка оказалась мне великоватой. Прям он так не очень красиво собирается. Я просто примеряла ее в магазине на свой верх. То есть я была тоже в такой маечке по телу. И не хотела снимать, просто наверх надела, и было окей. Но ничего, как будто так и задумано. Пускай будет. Очень мне нравится вот этот вот элемент. И она, кстати, знаете, такая длинная довольно. Хорошая. Брючки на мне тоже из манго. Вот эти вот коричневые. Возможно, на камере кажется, что они черные, но очень у них такой красивый коричневый цвет. И для эффекта многослойности можно наверх накинуть свитер. Тем более сейчас, когда выходим из дома, да, может показаться, что слегка жарковато будет в свитере, а вот к вечеру уже надеть наверх. В общем, красивая маечка. Такая простая, но с маленькой изюминкой. Так, ну и еще одна моя покупка из Love Republic. На прошлой неделе, когда я снимала шопинг-влог, я нашла этот тренч. Сейчас я распакую, чтобы не шелестеть, да. Очень он мне понравился. Он очень качественный. По-моему, это какая-то премиальная коллекция Love Republic. Или Studio. Да, коллекция Studio. Все, что Studio, премиум, оно по качеству всегда лучше. И классно сделано. Боже, здесь такая красивая. Кстати, я что-то забыла уже. Такая красивая. Я ставлю картинку, но все равно, конечно, примерим с вами. Красивая подкладка в клетку. И, знаете, она как будто бы даже натуральная, эта подкладка. Вот мне даже интересно. Так. Основная ткань 65 хлопок, 35 полиамид. Подкладка 60 хлопок, 40 полиэстер. Ну, нормально. Ну, основная ткань тоже меня более чем устраивает, потому что здесь еще водоотталкивающая пропитка. Вот, мне нравится, что оно... Ой, еще сзади, смотрите, какая она тоже красивая. Мне нравится, что она затягивается на талии, да, можно подрегулировать. И в целом так довольно женственно выглядит. В общем, очень красивая куртка. Ну, это укороченный тренч, да. Вот, и она прям, правда, классного качества, так хорошо выполнена, красивые швы. И вот у нее, правда, классный материал. То есть она прям такая, знаете, держит форму. Ну, для меня это довольно качественная вещь, и она стоила 559 белорусских рублей. Так, девочки, вот такой образ у меня получился. На самом деле, я просто люблю светлые вещи, поэтому собрала светлый, но настолько удачный оттенок, на мой взгляд, у этого тренча, что прекрасно будет сочетаться с любым низом. Думаю, что часто довольно буду его носить. Очень мне нравится, как это... Секундочку, положу сумку. Нравится, как это выглядит. И, в принципе, если захочется чуть закрыться, да, можно сделать вот так или даже вот так. В общем, у меня микрофон, девочки, не буду уже крутить, но вы поняли. Можно и закрыть шею, если захочется. Нравится довольно. Мне в последнее время очень нравится все по талии. Верха. Сейчас уже у нас уходит огромный оверсайз. Ну, он все равно навсегда останется, потому что это удобно, уже часть нашей жизни, да. Но все равно чуть более такие по фигуре вещи, но при этом все равно свободные. Классно, что она регулируется на талии. Здесь вот вторая пуговица. Вы можете под себя
под свою талию ее посадить. Так, девочки, в заключительной части нашего влога я хочу с вами сделать рубрику «Пустые баночки». На самом деле, кто подписан на меня давно, у меня раньше была эта рубрика, и после я ее убрала, потому что мне казалось, что она может быть не очень интересная, и какая-то всегда долгая получается. Меня просили ее вернуть, и я что-то в последнее время решила пособирать свои пустые банки. У меня получился целый пакет. На самом деле, если честно, мне кажется, что эта рубрика намного более информативная и интересная, чем просто распаковка какой-то косметики, да, потому что здесь уже банка закончилась, и есть точно какое-то мнение о ней, да, потому что когда я вам показываю просто распаковку, я там один день ее попробовала, какой-нибудь крем, да, или шампунь, и завтра, возможно, мне это разонравилось, и я вам там забыла потом рассказать, да. Ну, в общем, когда ты пользуешься один день и когда ты до конца использовал баночку, у тебя вот точно есть какое-то мнение. Поэтому я постараюсь быстро, но честно вам скажу, вот я сейчас вижу, это все продукты, которые я покупала уже сотни, ну ладно, десятки раз. Масил 10 маска для волос. Самая моя любимая. Покупала, покупаю, буду покупать. Просто рекомендую всем. Она у меня есть абсолютно всегда. Также какая-то шампунь, я уже не знаю, какая по счету эта банка, тоже обожаю. Очень классно промывает волосы, не утяжеляет. Они прям, знаете, такие чистые, но при этом не пересушенные. И именно вот эта вот серия Pro Longer, потому что другие мне нравятся намного меньше. И только вот эту я повторяю постоянно. Так, пена для душа Vitex. Я всегда покупаю пенку от Vitex, потому что она бюджетная и очень хорошо пенится. Я всегда принимаю ванну с пеной, даже если я набираю вот столько водички, я все равно добавляю пену, даже если не планирую принимать ванну, а просто, знаете, быстренько за 5 минут сделать свои дела, я все равно немножечко не сливаю воду, и мне нравится, чтобы она была непрозрачной. Вот не знаю, в общем, я каждый день использую пену. Это мне нравится, но моя самая любимая, это, наверное, хвойная такая. У меня здесь ее нет. У меня здесь нет ее в пустых банках. Ну, в общем, если честно, от Vitex вся пена суперская. Вот это вот кашемир и белая орхидея. Ну, такой приятный кремовый аромат. Тоже. Слушайте, какая-то просто рубрика «Пустые банки». Я смотрю, это все моё любимое. Пэды для снятия макияжа от Celimax. Один пэд на все лицо, чтобы удалить макияж, и далее просто пенка. Лучший продукт для снятия макияжа для меня. Так, пенки для душа. Извиняюсь, девочки, они какие-то грязные, но это Rituals, это лимитка, это из базовой коллекции, из базовой линейки моя самая любимая аюрведа. Ну, я, в принципе, ничем другим не пользуюсь, кроме этих пенок. Очень люблю. Так, еще одна пена для ванн от Эколотье. Тоже, когда делала заказ в «Золотом яблоке», Vitex, к сожалению, там нет пены. Поэтому я заказываю вот эту с лавандой. Она не так пенится, но очень приятный аромат. И в целом, знаете, такой расслабляющий, антистрессный называется, ну, потому что с лавандой. Здесь еще нектарин заявлен, но я его не чувствую. Тоже раз 100 покупала эту пену. И сейчас она у меня тоже есть. Так, дальше. От Batiste сухой шампунь для брюнеток. Мне очень нравится, если формат спрея, то от Batiste. Я выбираю сухой шампунь. И знаете, вот этот вот темный, мне кажется, даже когда отрастают немножечко корни, он как будто бы слегка маскирует и седину. Поэтому тоже мне нравится, 100 лет пользуюсь. Пенка для снятия макияжа, для умывания, вернее, от Synergy. Девочки, такие грязные банки, но она у меня тут хранилась. И плюс я, ну, короче, ничего не приводила в порядок. Synergy использую уже тоже, как только пошла к своему косметологу, я там что-то пробовала, какие-то разные пенки, но это мне нравится больше всего, и тоже это минимум 5-я банка. Очень люблю. Здесь без слов. Сразу 2. Они у меня довольно быстро заканчиваются. Medicube с ПДРН. Но я вам рекомендую этот крем. Я вам просто даже вот покажу, чтобы вы понимали, что здесь еще на самом деле много продукта. Но это просто гель. Не знаю, будет видно или нет. Я рекомендую именно брать саму розовую капсулу. То есть просто сам гель, он неприятный. Он такой липкий, и хочется его смыть, но вот именно сама эта розовая капсула в сочетании с этим гелем, вот он прям потрясающий, девочки. 3 банки. Ну, то есть
И сейчас у меня тоже есть 2 новые. Вот именно вот, розовые капсулки я рекомендую наносить. Тут тоже все без слов. Если вот это я использую утром, потрясающе ложится макияж. Для кого-то может показаться, что это очень тяжелый продукт, но моя кожа настолько его полюбила. Вот вообще. Сейчас, когда жара, я использую сыворотку, да, и чуть реже наношу этот Medicube, но когда меньше 20 градусов на улице или 20, то вот каждый день. И это тоже моя любовь. Боже, протекло, наверное, какой-то гель или что, и оно все банки грязные. НДК от Cantabria Labs. Есть на самом деле 2 версии. Я вставлю картинки. Вот этот вот, который баночка, которая побольше, он чуть более питательный. Вот этот повторяла раз 15, наверное. Он всегда у меня есть. На вечер я использую только его. Очень классный. Купить можно у косметолога, который работает на этой косметике. Но, если честно, я также заказываю просто в интернете. Есть... Как же я постараюсь поискать. Если честно, просто ввожу в гугле, и есть там сайты, которые продают профессиональную косметику. Мне кажется, по ценам то же самое получается. На маркетплейсах всегда сильно дороже, по-моему, этот бренд. Он это не масс-маркет, да, поэтому он не продается в таких сетевых магазинах. Но, например, в Европе его несложно купить. Например, в Италии я покупала, в Испании я покупала, потому что это испанский бренд. Tensage, по-моему, он называется. Не хочу коверкать, вставлю картинку. Дальше. Еще Rituals. Ну, тоже, это тоже лимитка. Тоже они все приятные, потрясающие. Всегда рекомендую. Так, шампунь от Rio. Хороший, но мне больше нравится коричневый вариант, коричневая баночка и зеленая, по-моему. Да. Этот тоже хороший, но вот просто из того, что мне больше нравится, повторять, в принципе, могу, но скорее выберу что-то другое. Этот фиолетовый тоже хороший. Как он называется? Ну, в общем, тоже какой-то корейский. В золотом яблоке покупала. Но это не так важно, потому что понравился мне меньше. Повторять не буду. От Кён, если честно, просто кистью уже мыла им, потому что хотела быстрее его закончить. Для меня тяжеловат. Вот мне также в салоне моют этой косметикой, и вот для меня немножечко тяжеловато, я его ощущаю на волосах, поэтому, собственно, беру свои продукты, чтобы точно знать, что все будет хорошо. Так, спрей для объема от Тиджи, мне он тоже нравится. У меня длинные тяжелые волосы, и, в принципе, объем поставить, ну, от тяжести просто ничего не держит. Но саму текстуру корня мне нравится, как он делает. Он не утяжеляет ни в коем случае, наоборот, такие, знаете, воздушные корни. Но это, знаете, прям нужно наносить по проборам, прям очень обильно, и вот ставить расческой, чтобы получить какой-то эффект. Но классный. Вот главное, чтобы такие продукты не утяжеляли волосы. Если у вас волосы покороче или не такие густые, то вообще вам очень понравится. Так, это у меня маска от бренда Амика. Попадался у меня еще этот продукт в адвент-календаре от Sephora. Понравилась, классная маска. Буду ли пробовать, вернее, буду ли к нему возвращаться? Думаю, что вряд ли, потому что зачем? То есть классный, но не лучше, чем то, что я люблю, то, что у меня есть. Так, вот такой вот у меня закончился шампунь для кистей, для очистки кистей. Кто-то из вас мне его советовал, и я покупала, понравилась, классная вещь. И лак для волос, боже, не знаю, пару лет он у меня был, потому что я использую очень-очень редко. Нормальный, как бы, и все. Просто нормальный. Так, тушь от Хеймиш, моя самая любимая. Кстати, девочки, про тушь. Как только у меня начинают спрашивать про тушь, я понимаю, что начинает работать моя сыворотка, потому что для роста ресниц, мне кажется, что сейчас у меня тоже реснички стали чуть подлиннее, потому что я снова стала пользоваться сывороткой от Top Lash. Я покупаю на Озон, также она и на Wildberries, по-моему, продается, и в Золотом яблоке, по-моему, продается. Мне кажется, что от нее просто потрясающий эффект. Я вот не так давно снова к ней вернулась, потому что нужно делать перерывы. Вернее, не то чтобы нужно, ну просто
она в какое-то время перестает работать, реснички обновляются, да, им нужно время, чтобы отдохнуть, и, конечно, всегда длинными они не могут быть, если их обычная длина не такая, да. Вот, и они обновляются, и, не знаю, вот я делаю перерыв в несколько месяцев, потом снова возвращаюсь, и просто вау! Эффект, тушь, Хеймиш просто моя самая любимая, потому что она смывается как никакая другая, тёплой водичкой. Я пробовала, наверное, все термотуши, которые распространенные, которые популярные, но ни одна из них не смывается так легко, как Хеймиш. И по эффекту меня, в принципе, она более чем устраивает. Единственное, у нее только пушистая кисть. Я, может быть, больше люблю силиконовые, но для меня это номер один уже много лет. И есть подкручивающая и объемная. Она отличается щеточкой. Вот это у меня как раз для объема, она более пушистая. Для подкручивания у нее такая более мелкая кисточка. Если честно, просто чередую, чтобы какое-то разнообразие было. Работают они абсолютно одинаково. И что у меня тут еще затерялось? Еще одна банка средства для снятия макияжа от Celimax. Вот такая у нас получилась рубрика. Я надеюсь, что вам со мной было интересно. Благодарю вас за пальчики вверх и, как обычно, желаю вам самой-самой прекрасной недели, а мы с вами увидимся уже совсем скоро. Пока-пока.